Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу показать вам 3 варианта дизайна на Новый год для ваших клиентов, которые будут достаточно быстрые и легкие в выполнении. И как раз потестим с вами новые продукты, которые я купила. Это вот такая паталь серебряная и вот такая вот. Не скажу, что она золотая, она немножко такая бронзовая, можно так сказать. Очень красивый цвет. И вот такой у меня вариант был, то есть золотая паталь. И как видите, по сравнению, как раз я хочу с вами об этом поговорить. А здесь вот сколько грамм этой патали, да, и вот в этой баночке. И смотрите, возможно, некоторые об этом знают и, скорее всего, знают, но кто не знает из мастеров, из новичков, я вам скажу, что брать лучше паталь или какие-то такие декоративные элементы, которые также подходят для ногтей, как и для декора в других местах. Вот, их лучше брать именно в художественных магазинах, либо в каких-то книжных магазинах, потому что так будет дешевле. Вот эта баночка стоила 190 рублей. И как видите, количество здесь очень маленькое. Конечно, для ногтей этого будет достаточно. Но вот эта упаковка, ее будет вам завались, вы еще успеете на типсах отрисовать и попробовать, поэкспериментировать, попортить. И вот эта вот баночка так стоит 155 рублей. Я думаю, что можно найти еще дешевле, но так вот вам как вариант могу сказать, что так вот намного выгоднее брать, чем вот в таких маленьких баночках. Также сейчас мы с вами попробуем вот такие блестки. Их тоже можно взять дешевле, там, не знаю, на Алиэкспрессе, либо где-то еще, но я вот взяла в ногтевом магазине. Вот такие красивые блестки. Там и бабочки всякие, и шестиугольнички. Сейчас все это будем пробовать. Я хочу попробовать с вот этой паталью, с вот этой и также с вот такими блестками. Также я купила новую базу. Она была по скидке, и я решила ее взять. Вот такой цвет. Classic Rose. Когда я буду выкрашивать, вы поймете, что это за цвет. Это база цветная. Ну, в общем-то, и все. Также нам для разводов понадобится кисточка для акварели. Это колонок. Вот такой небольшой размерчик. Также водичка нужна. И я буду делать разводы краской белой для аэрографии. Вы можете использовать акварельную краску, либо акриловую краску. Они стоят недорого, но отлично вам подойдут. Сейчас очень актуальны дизайны с мрамором, с белыми разводами, так что обязательно приобретите, она вам обязательно пригодится в ближайшее время. Итак, приступим к быстрым дизайнам на Новый год. Пока это еще актуально, сейчас я все выкрашу и покажу вам. Первое, что мы будем делать, это с вот такими красивыми блестками. Нам нужна какая-нибудь кисточка для того, чтобы накладывать блестки. Я возьму вот такую. Это для омбре от Юлии Белей. Сейчас мы все будем выкладывать ей. Беру базу от Эми, очень такую простую базу, которая жидкая. И при этом она кислотная и хорошо держит. Наношу на ноготочек. Он может быть, естественно, не подготовленный в плане, мы же наносим все равно базу. И сразу, пока мы наносим базу, мы наносим около кутикулы блестки. Большое количество блесток делаем около кутикулы. И дальше можно немножко их подрастушевать вниз. Вот так вот. И сушим. Так, это быстрые дизайны. Стараюсь делать быстро, чтобы было понимание, что на самом деле это все легко выполняется. Все, закрываем, чтобы это не разлетелось у нас. Следующий дизайн. Нам нужно нанести будет сначала базу цветную. Использую базу Diva, о которой я вам рассказывала. Классический розовый оттенок.
Очень красивый пыльный цвет, но при этом есть яркость самого цвета. На ноготках он будет более нежный, чем на типсе, потому что на типсе есть белая подложка. Переворачиваю ноготок, чтобы большее количество базы было именно в центре ноготка. Воспользуемся кисточкой тонкой для того, чтобы помочь базе слиться воедино. Вот такая вот типса. Сушим ее. Сушу полное время. У нас как раз готова вот эта типса. Советую вам перекрыть ее еще раз прозрачной базой тоненько. Все для того, чтобы уже цветная база легла более равномерным слоем. Можно немножко перевернуть на какое-то время. И все. Сушим тоже в лампе. Также готовим следующий ноготок. Тоже покрываем полностью цветной базой. Можно покрывать не толсто в этот раз, а покрыть более тонким слоем базы. Но всегда выравниваем, чтобы у вас не было таких плюшек на ногтей. В любом случае вам придется потом это все выравнивать. Лучше сделать на этапе базы все ровно. Так, наши типсы готовы. Так, вот эта типса. На ней мы сейчас как раз таки будем выполнять такой вот дизайн, когда мы наносим базу поверх этих блесток. И накладываем большим количеством, как бы с выравниванием. До этого, как вы поняли, выравнивания никакого особо не было. Помогаем кисточкой. И сейчас переворачиваем и центруем. Вот таким образом сушим в лампе. Так, здесь нам сейчас необходимо нанести фольгу белую, которая отпечатывается. Так, фольга у меня тоже от фирмы Эми. Вот такой кусочек нам понадобится. Сразу же на липкость, если она хорошая у базы, отпечатываем. Вот таким образом. Далее берем базу и выравниваем, то есть перекрываем полностью то, что мы отпечатали, и это будет смотреться как будто бы в глубине где-то. Как отпечатывать, я думаю, на ваш вкус, либо как получится. Тут как бы роли сильно не сыграет, как вы отпечатаете фольгу. Главное, наверное, чтобы она не была прям на весь ноготок, иначе будет неинтересно. Глубины вот этой не будет. Сушим. Так, вот это у нас готово. Наносим матовый топ. У меня от Уна, вы можете использовать совершенно любой матовый топ. У меня с эффектом сатина. Сушим полное время. Так, здесь мы сделаем золотую фольгу. Только не золотую, а такую бронзовую. И накладываю хаотично, но с таким вот распределением, как бы на весь ноготок, но не на весь, прям где-то посередине. Так как это быстрый дизайн, я как раз не заморачиваюсь на то, как сильно там ляжет, какие кусочки будут. Мы здесь говорим именно о быстром каком-то дизайне. Пришел клиент, опоздал, вам нужно сделать хоть какой-то дизайн новогодний, но при этом времени у вас очень мало. Вот таким образом. Такая красота. Все, можно перекрыть это сначала базой прозрачной, тоненько, чтобы закрепить нашу фольгу. Таким образом. Здесь мы сделаем серебряную фольгу. Приклеивается она неплохо, она не толстая фольга. Тоже я, наверное, перекрою сначала тоненько базой, чтобы закрепить фольгу. Таким образом. Сушим полное время. Здесь мы нанесли базу, теперь надо нанести топ матовый. Матовый топ нам нужен для того, чтобы хорошо ложилась
краска. Берем красочку, капаем куда-нибудь ее на палитру какую-нибудь. Кисточку смачиваем в воде. Делаем разводы. Рисуем такие прожилки. Потом вытираем лишнее с кисточки. И вот таким образом убираем лишнюю водичку и красочку. Вот так вот. Делаю я поочередно сначала на одной стороне, потом на другой. Для того, чтобы одна сторона высохла, пока я делаю вторую. Так вот. Получается такой нежный дизайн, который подойдет многим. И многим понравится. Можно прям заходить на линии предыдущих полосочек. Вот образом. Такая красота. Еще добавим, чтобы многослойность была. Таким образом, пусть это немножко подсохнет. Так, здесь у нас тоже матовый. Стираю липкость, чтобы она нам не мешала. Начинаем делать разводы. Кстати, у меня есть курс по акварели. Тоже считаю это быстрым дизайном. Если вы научитесь делать, то у вас будет отлично получаться. Я добавляю еще красочки, если я понимаю, что пигментации мне уже не хватает. И этот курс сейчас пока по скидке за 499 рублей. Без скидки он будет стоить 799 рублей. Так что успевайте, приобретайте этот курс. И научитесь акварели. Выбирать акварель. Какая кисточка подходит для акварели. Также мы разберем 7 техник акварельных. И потом отработаем 8 актуальных дизайнов. Я думаю, здесь достаточно. Оставим его нежным дизайн. Здесь нам нужно нанести матовый топ. Видите, бывает много вариантов с вот этими прожилками, и здесь можно экспериментировать и экспериментировать с дизайнами. Так вот. В этом дизайне я бы нанесла блестки чуть больше, то есть чтобы они больше заняли место на ноготочке, но уже поздно, не будем уже ничего делать, но примерно вы тему поняли. Сейчас я хочу перекрыть это базой для того, чтобы это все держалось. Но на типсе я бы такого не делала, потому что это типса. Но на ручках, вот вам показываю, я перекрыла бы тоненько кислотной какой-нибудь базой. Так, тут мы убираем липкость. И начинаем делать тоже разводы. Делаем прям вот так вот на весь ноготочек, то есть всю половинку перекрываем. То есть не рисуем одной полосой, чтобы все перекрылось. Тем самым, когда мы потом наслаиваем один цвет на другой, одну прожилку на другую,
у нас все интенсивнее и интенсивнее цвет там, где все время соприкасаются эти линии. И получается, что рисунок смотрится именно глубоким, красивым. У меня есть вариант, где я делаю это гель-лаками. Он более грубый получается, но тоже интересно для тех, у кого прям под рукой нету акварели либо вот таких красок, и клиент захотел что-то подобное. Я вам оставлю обязательно в подсказках ту ссылочку и покажу, как я это выполняю. Именно гель-лаками. От ворсинок стараемся избавляться, они портят такой весь вид. Так. Можно заходить один на другую, так будет даже и интереснее. Здесь мы перекрыли базой. Сейчас я стиру липкость с базы. Здесь пока мы тоже перекроем базой. Берите базу лучше жидкую какую-нибудь для таких вот случаев, чтобы она вам не создавала лишнего объема и при этом все перекрывала и хорошо все держалось. Сейчас я хочу добавить туда какого-то акцента, чтобы один из дизайнов хотя бы смотрелся не только нежным, но и стильным. Сейчас покажу, как это выполнить. Давайте на Новый год мы выберем серебряную надпись. Запачкала здесь краской. Все, прижали, и можно наносить топ. Здесь у нас мы уже покрыли. Сейчас мы стирем липкость. Тоже добавим акцент какой-нибудь. Я добавлю черный. Вот таким образом. И теперь перекрываем тоже топом. Вот этот дизайн готов. Такой вот. Сейчас нам нужно закончить с вот этим дизайном. Они такие на резиновой основе, хорошо прилипают, и они плавно сходят на нет к ноготочку. Все, и перекрываем топом. Так, вот 3 дизайна у нас готово. Смотрите, какие классные и выполняются очень быстро. Если вам понравилось, то обязательно поставьте пальчики вверх. Также подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока.